Привет. Сонечка, доча. Я видео снимаю. Это Соня Хрипункова. Ей 15 лет. В жизни Сони все время что-то происходит. Не упала? Интересное, новое, с яркими эмоциями. Семья Сони живет в Балашихе. Это Подмосковье. Мама Алла, папа Александр и старший брат Никита. У них разница в возрасте 12 лет. Соне нравится ее школа, у нее есть близкие друзья и своя компания. Они успевают и хорошо учиться, и хорошо отдыхать. Этот день, 1 октября 2019 года, был совершенно обычным. Соня после школы пришла домой. Там был папа. Она стала одеваться, гулять. Все, говорю, деньги нужны? Нет, ничего не нужны. Ты помнишь, во сколько домой? Да, пап, я помню. Все, я пошла гулять. Говорю, в агрогородок, да. Ну, все, я знаю, что она выходит в агрогородок. Все, когда она уже не вернулась, в начале 10-го я начал уже звонить, потому что никогда такого не было. Родители хорошо знали друзей Сони и места, где они постоянно гуляли. Все рядом с домом. Девчонки, мальчишки, вот они там вместе гуляли. Там Пестовский парк у нас здесь есть. Ну и так по городу. Соня в 9 часов всегда была дома, всегда. То есть если вдруг она опаздывала, вдруг там на 15, на 20 минут, она всегда звонила, что там, мам, пап, я опоздаю на 15 минут, но в 9 она всегда была дома. И он говорит, что в 9:15 Сони нету. И звонит по телефону, выключен. Я говорю, разрядился. Ну, то есть я вначале так думаю, опаздывает, сейчас прибежит. Думаю, сейчас там ставлю ей, что там пропало. Нет и нет, нет и нет. Было уже около 10 вечера. Я понимала, что там быть такого не может. Если бы она даже разрядилась телефон, она уже была бы дома за это время. Мы взяли собаку и пошли искать к речке. Потом здесь по округе пошли к станции с собакой ходили. Понятно, что я звонила друзьям, я позвонила в школу, классному руководителю. Дальше мы едем в полицию, подаем заявление, они приезжают к нам домой. Приехал участковый, приехал эксперт-криминалист. Я как сам бывший сотрудник, я понял, зачем она приехала. Говорю, ходите, пожалуйста, везде к дому, где хотите, берите смывы, просвечивайте. Мне скрывать нечего. Александр в прошлом был следователем, но потом ушел из органов и стал адвокатом. Папа Сони знал, когда пропадает ребенок, в первую очередь проверяют родителей и дом. Вдруг исчезновение связано с конфликтом в семье. Но ничего такого не было, и в доме никаких улик. Алла позвонила вожатой из летнего лагеря, где Соня постоянно отдыхала. У нее и там была отличная компания. Иногда они встречались в Москве. Но родители всегда знали об этом. У них были арбузники разные, они собирались в Москве, в каких-то подростковых клубах. Вдруг она поехала с кем-то встретиться. Может быть, там не успела на электричку. Я стала уже звонить по всем друзьям, которые лагерные. Никто не знал, где она. Я Диане звонила, потому что я знала, что она с Дианой близка, и если она что-то куда-то пошла или куда-то поехала, Диана должна знать. Значит, пришла ко мне подруга в гости, а тут вот. Они учились вместе с 3 класса и были лучшими подругами. У Сони вообще в школе со всеми были хорошие отношения. Она училась на 5, изредка на 4, но при этом не была занудой, для которой главное только зубрежка. Открытая, веселая. К ней тянулись. Соня, да, она действительно была отличницей. Она не то чтобы была зубривой, то есть ей знания, они давались довольно-таки легко. Она впитывала материал как губка. Она едет, ребята, она едет. Едем. Так вот у нас весело. Соня, она очень добрый человек, такой лучезарный, то есть она блондинка, постоянно веселая, старается всех как-то развеселить, не любила грустить, пела песни, то есть такая довольно активная. Диана и Соня обычно вместе возвращались домой из школы. Иногда к ним присоединялся одноклассник Егор Брежнев. Он жил по соседству с Дианой.
В тот день, 1 октября, Соня и ее лучшая подруга вышли из школы вдвоем. У нас закончились уроки. Соня меня, собственно, проводила домой. Она говорила, что она пойдет с Егором. У них там запланирована встреча. Она говорила, что если ты хочешь, то можешь присоединиться. Но не помню, почему я с ними не пошла. Мы с ней еще попереписывались какое-то время, и она мне записала последнее голосовое, где ее последней фразой, собственно, было то, что «а я уже опаздываю на встречу с Егором, нужно ему написать, предупредить». И все, дальше я уже ничего, собственно, не знаю. Так, ладно, мне вообще надо еще Данилку к этому Брежневу, надо позвонить, сказать, что я попозже приеду. Потому что, типа, блин, я только пришла домой, и что, я хотела что-то поесть, походу я поесть не успею, ну ладно. Естественно, я написала Егору, что Егор, мне говорят, что Соня пропала, что ты знаешь об этом? На что он мне ответил, что они с ней разошлись, и больше он ее не видел, она пошла домой. Летом хочется немного большего, правда? Больше гулять, больше путешествовать, больше ужинать вне дома, больше впечатлений, больше встреч, больше событий. Карта Platinum от Т-банка помогает не откладывать эти поездки, впечатления и события, а делать так, чтобы они случались именно тогда, когда этого хочется. У карты кредитный лимит до 1 миллиона рублей. Ей удобно пользоваться каждый день, а прямо сейчас на нее действует специальное предложение. До 21 июня вы можете оформить карту Platinum в лимитированном летнем дизайне и получить бесплатное обслуживание навсегда. А еще у вас навсегда останутся приятные летние впечатления, и даже картинка на карточке будет вам о них напоминать. Переходите по ссылке в описании к этому видео и оформляйте Platinum в лимитированном дизайне до 21 июня, чтобы получить бесплатное обслуживание навсегда. На момент событий Соня училась в 9 классе. У нее была своя компания близких друзей, и вообще школа ей нравилась. Как было сказано, у нее много приятелей. Училась Соня отлично, и ее любили учителя. С ней все хотят дружить и общаться. Знаете, обычно в классе есть какое-то количество таких учеников как бы на отшибе. Ну, не прямо изгоев, а скорее таких незаметных людей. Вот таким когда-то был одноклассник Сони Егор. Но в последний год он стал меняться. Стал более общительным, и было видно, что он очень хочет стать своим в компании Сони. Но было несколько событий, которые повлияли на их дружбу. Журналист нашего канала Светлана Багриевич расспросила подругу Сони, ее родителей, о том, что происходило в жизни Сони в деталях до ее исчезновения. И почему именно Егор оказался с Соней в тот самый день. И что в его рассказе удивило друзей и родителей девочки. С утра к вам пришел Егор. Самый первый пришел. Как это было? Что он вам сказал? Что рассказывал? Ну, что он мог рассказать? Он рассказал, мы гуляли, я пошел домой, она пошла домой. Все. Неприметный парень и тихий троечник иногда вел себя довольно дерзко, видимо, чтобы привлечь внимание. Так бывает с подростками. Вот, например, прямо на уроке Егор курит, и это его очень веселит. С первого взгляда могла не понравиться. И вот Егор Брежнев оказался последним человеком, который видел Соню. Он рассказал, что они просто гуляли по городу, болтали и потом расстались. Было где-то 6 часов вечера. Пыталась как-то у Егора разузнать самостоятельно. Вдруг у них были какие-то конфликты, вдруг что-то там произошло. Что бы я ни спрашивала, как бы я ни меняла вопрос, ответ был один. Спрашивала, вдруг какая-то ситуация у них произошла. Он говорит, нет, ничего не было. Мы разошлись на новое, она ушла домой. И я такая, ты говоришь, как будто бы заученный какой-то текст. Что происходит? Он такой, нет, ничего, все нормально. И он стал писать, я тебе приду утром к тебе и все расскажу. Интересно. Да, на что я ему ответила, что я не хочу, чтобы ты приходил ко мне утром. Я злюсь, потому что мне кажется, что ты что-то знаешь. Он говорит, нет, я ничего не знаю, мы разошлись на новую, и она ушла домой. Утром в этой истории неожиданно появились новые детали. То, что Егор рассказал, поразило родителей Сони. Им в это было трудно поверить.
Вот они расстались, это было в 6 часов вечера, и она якобы была очень пьяная. Потом я уже говорю, господи, как это вообще? Если бы Соня пила бы, наверное, я бы что-то увидела. А как так может? Ребенок, как он сказал, прям вот пиво выпила, и прям такая пьяная-припьяная, и куда-то она пошла. Одна куда-то развернулась, куда-то пошла. Еще до родителей Егор про эту важную деталь рассказал в школе завучу. Разговор услышала Диана и удивилась. Почему он ей об этом не говорил, хотя они были на связи почти всю ночь и все утро? Ну, я не знаю, где-то, наверное, около часа я поспала, потому что всю ночь я вот старалась кому-то написать, что-то узнать. Он постоянно со мной в это время тоже общался, то есть он мне писал, что вот там, знаешь, я тоже там написал тому-то, я вот этому. Собственно, утро я вышла из подъезда, и первым делом я увидела, как он сидит на лавочке и ждет меня. Поздоровался, говорит, вот я пришел, чтобы тебе все объяснить. Я говорю, а что ты мне еще можешь объяснить? Да, я вот еще там вспомнил, что они там общались на какую-то тему, и это было вообще никак не взаимосвязано и не давало никакой информации. То есть, я не знаю, там условно мы обсуждали мультики. Я такая, да, хорошо, и к чему это? Я такой, да так, просто вспомнила. Когда мы пришли в школу, к нам заходит завуч и говорит, что Соню не могут найти. Меня, как подругу, попросили выложить объявление, что человек пропал, и там в чаты города разослать. Собственно, я начала этим заниматься, а Егора забрали на диалог. В какой-то момент вышла тоже в холл, слышу разговор завуча о том, что Егор говорит, что они выпивали. Естественно, я подхожу к Егору, что за бред, ты же мне только что клялся, что ничего не было, вы просто увиделись, прошлись и разошлись. Я говорю, а сейчас какая-то новая информация, и почему ты первым делом не рассказал о ней мне? Он такой, как-то я не посчитал это нужным, начал какую-то вообще ересь нести, что к чему непонятно. Продолжались поиски. Я так понимаю, подключились все. Да, подключилось полгорода, потому что мы люди общительные, у нас очень много знакомых, друзей, и подключилось полгорода. То есть были группы, искали везде, по лесу, весь город прочесали. Семью Хрипунковых в городе действительно знали многие. Александр уже 18 лет работал адвокатом и довольно успешно. У Аллы была сеть аптек, она занималась бизнесом. Ой, где там Соня? Вот она. Сидит деловая с ложкой. Давай ладушки, ладушки. Все вокруг знали, какая это дружная семья. У них большой, уютный дом. Они много путешествуют, вместе отдыхают. Для них семейные праздники – это святое. Вот ко дню рождения Аллы семья подготовила ей видео. По сюжету это премия «Оскар», где у Аллы разные номинации. Победителей объявляет Соня. И в номинации «Лучшая мама года» у нас побеждает Ивлева Алла. У мамы с дочкой доверительные отношения. Конечно, никогда нельзя исключать, что у подростка есть тайны от родителей. Какие-то секреты и своя жизнь. И Алла уже готова была принять все, лишь бы Соня нашлась. Я была готова поверить в то, что я не знаю свою дочь. Я была готова поверить во все. Только чтобы она вернулась. Поэтому я там даже помню, куда-то там давала какие-то голосовые, что Соня, вернись, мы тебя ругать не будем, приди. В общем, перебирали все возможные варианты. И помимо этого я ей постоянно звонила, я ей постоянно писала, что «Соня, ответь, где ты? Выйди на связь хотя бы там, я не знаю, со мной. Если вдруг ты боишься что-то кому-то рассказать, ответь хотя бы мне».
А потом в какой-то момент мы искали, и я так остановилась и понимаю, что, господи, что я делаю? Если бы она была жива, она бы была бы сейчас дома. То есть до меня дошло вот это состояние, вот ощущение, что живой мы ее не найдем. Потому что это не Соня. Соня была бы дома. Сейчас. Я остановилась, разрыдалась, меня успокоили, сказала, что не может такого быть. Я пытаюсь себя утешить тем, что Соня где-то спит, там, не знаю, пьяная. А потом я понимаю, что нет, такого быть не может. Такого просто не может быть. Поэтому вот эти все послания, что Соня, вернись домой, думаю, господи, о чем я? О чем? Извините. Я все понимаю, Алла. К нам приехал Лиза Алерт, уже начали разворачиваться. Приехал мой товарищ, начальник розыска нашего, плюс начальник местной милиции, я знаю, там организовали солдат прочесывать лес. Солдаты прочесали весь лес, ничего нету следов. От какой-то, не знаю, безысходности опять всем пишу, что ну что, там, не видели вы Соню, она вам не отписывалась, не звонила. И я начинаю плакать, и в этот момент ко мне рядом садится Егор и говорит, что ну не волнуйся, все будет хорошо, мы ее обязательно найдем, он меня приобнимает. И, собственно, дальше мы встали и поехали по фудкортам, просто по улицам, то есть все прочесывать, как он говорил, где последнее место, где он ее видел. И поехали уже по городу это все искать. Как Егор себя вел? Заметили ли вы что-то странное в его поведении? Может, он волновался, нервничал? Я его не видела на поисках. Он не со мной искал. Диана, по-моему, ездила с ним. И еще ездила заведующая детского сада, где работает свекровь. Я помню, она мне сказала, что, говорит, этот парень что-то знает. Он какой-то ненормальный, вот вдруг это он куда-то. И я пыталась еще Егора защитить. Я пыталась сказать, что, ребята, если парень видел последний раз ее, это же не надо на него спихивать там всех. Как ребенок может вообще такое сделать? Искал он, я не знаю, какой он там был, но сказали, что он был совершенно спокойный. Искал, то есть какие-то там давал идеи, что может там быть. Казалось, что Егор не причастен к исчезновению девочки еще по одной причине. После того, как он расстался с Соней, он отправлял ей сообщения, строил планы на следующий день. Он ей записывал голосовые, что, Сонь, давай в 7 утра встретимся с тобой около школы, дай мне переписать французский. Егор с готовностью все рассказывал полиции. Но в какой-то момент стало понятно, что его история не совпадает с фактами. Еще в начале поиска Егор вместе с полицейскими прошли по всему маршруту их прогулки. А потом оказалось, что сигнал телефона Сони был совсем в другом месте. И просто когда он стал возить там, вот мы здесь были, я пробил, где она последний момент выходила на связь, биллинг сделал я, так неофициально. Я говорю, а там вы что делали? Ну, там мы смотрели, здесь вот мы прогулялись. Но потом пошло, когда стали смотреть уже камеры, тут он уже начал нервничать. И тут даже наша знакомая, мамина подруга, говорит, надо колоть Брежнева. И я тоже начальник розыска говорю, забирайте Брежнева, колите, говорю, он что-то знает. Что-то не договаривает. Глазки бегают, я говорю, колите его. Последний сигнал телефона Сони был зафиксирован в районе вот этого заброшенного здания. Или, как называют такие места подростки, заброшки. Но никакой заброшки в рассказе Егора не было, и следователи решили снова поговорить с парнем. Шел второй день поиска. И в это время Диана и Егор помогали прочесывать лесопарк Пестовский, недалеко от школы. И тут появились следователи. Мы его отвели в сторонку и опять с ним начали разговаривать. После чего как раз-таки он уже сказал, что они были вот на заброшке, и мы поехали к ней.
Время уже как раз-таки, там, часов 8-9 было уже очень темно. А я все это время была тоже с полицейским, но в отдельной машине, и Егор в отдельной машине. Мы приехали когда на точку, все, кто был с Егором, они уже там ходили по этой заброшке, мы остались в машине. И в какой-то момент мы сидим, тишина, и раздается крик: «А что ты еще скрываешь?» От мужчины, от полицейского. И мы посмотрели все друг на друга. В этом крике было несколько эмоций. Ужас от увиденного, отчаяние, гнев. На крыше заброшки лежало тело Сони. Девушку было трудно узнать. Так сильно от ударов пострадала голова и особенно лицо. Вокруг валялись кирпичи, возможное орудие убийства. YouTube не позволит, да и мне будет очень сложно подобрать слова, чтобы описать, как выглядела Соня. С какой яростью с ней расправились. Наш полицейский вышел из машины, пошел туда. Мы с мамой начинаем догадываться, что там могло произойти. Полицейский возвращается. На человеке буквально не было лица, то есть он сидел в шоке. Он побледнел, у него глаза вот так вылезли. Он говорит: «Я не буду вам ничего говорить, но ее больше нет». Просто истерика. Что у меня, что у мамы, мы просто очень сильно заплакали. Полицейский говорит, что я вас довезу домой. Он очень растерялся, он стал путаться в словах. Я вас отвезу домой. Нет, я вот лучше тут останусь, я вот это. То есть, я даже представлять не хочу, что он увидел. И он нас в итоге немного довез. И вот мы, я не знаю, минут 30, наверное, просто с мамой стояли посреди улицы и плакали вдвоем. Алла, как вы узнали, что Соню нашли? Александра вызвали в полицию. Когда ее нашли, его вызвали в полицию. И он уже приехал, сказал: мы были все дома. Я звоню начальнику уголовного розыска. Поехали с сыном туда. Он сидит с начальником отделения розыска так называемых потеряшек. Тоже моя знакомая, вместе служили в органах. Когда он пошел, достал бутылку коньяка и сказал: Сань, ты сильный, я понял все. Я спросил у нее сразу, говорю: это Брежнев? Он говорит: да, Брежнев. Вам сказали, что произошло? Да, он мне сказал, что Егор убил Соню. Дальше не помню, что-то я не спрашивал, как, почему, конечно, я это не спрашивал. Мне было достаточно этих 3 слов. Не могу вам сказать, какое было состояние. Вне состояния, наверное. Потому что я даже как-то смутно помню, что вот я сижу, и через меня вот народ проходит. Как-то у нас 2 выхода из дома, и вот они проходят, подходят, обнимают и выходят через другой вход, как будто я, знаете, Ленин в мавзолее лежу, и вот они мимо проходят. И вот соболезнования, вот этот момент, я это очень плохо помню. Как-то вот смутно, как будто вот во сне. Я просто взял себя в руки, потому что дома было много народу. Мама моя была, ей уже 80 лет. Алла в шоке. Тут самому надо было держаться, потому что все потом легло на мне. И похороны, и все эти договоренности. Если бы еще я поплыл, то тут бы вообще. Сын тогда еще молодой был, он ничего бы не смог сделать.
Поэтому взял себя в руки, держался до последнего. И вот уже после, когда ее похоронили, вот тут я уже дал волю нервам. Все уехали на поминки, я остался один на кладбище. Ну, вот там я дал волю чувствам. И поплакал, и поорал. Егора задержали, и он практически сразу признался следователям. Да, это он убил Соню. А дальше стал объяснять, как все происходило. Якобы они поссорились, и Соня задела его за самое больное. Для родителей и друзей это звучало полным бредом. Егор и Соня были как будто из двух разных миров. Два подростка из очень разных семей. У Сони, напомню, папа адвокат, мама бизнес-леди, старший брат айтишник. И образ жизни у них как у представителей успешного среднего класса. И очень теплые отношения в семье. Они заботятся друг о друге. И любят устраивать сюрпризы. Разрешите доложить. Номинации «Секретные материалы» решает товарищ Ивлева Алла. Тамбовский волк тебе, товарищ. А вот семья развлекается на горке. Последний снег. Вот скатилась Соня, а потом пытается спуститься бабушка. Бабушка! Ты что разлеглась, скажи? А что известно про семью Егора? Информации не так уж и много. В семье 3 детей. Старший брат, потом Егор и младшая сестра. Семья жила скромно, но не сказать, что очень бедно. Обычно, как миллионы семей. По некоторым данным, мама работала в салоне красоты. Родители развелись, когда Егор был еще совсем маленьким. Его отец употреблял запрещенные вещества. 2 раза получал сроки за кражи. На них, видимо, толкала зависимость. А когда Егору было 10 лет, его отец умер. Егор часто оставался у бабушки. Мама вышла замуж, и подросток жил, можно сказать, на 2 дома. Одевался скромно, но всегда был опрятным, обычным парнем. А Егора ты знаешь с какого класса? С 1 класса точно, возможно, мы с дошколки друг друга знаем. Каким был Егор, Диан? Что ты о нем можешь сказать? Егор достаточно такой нейтральный, скажем, человек. Никак, и не с негативной стороны себя не проявлял, да и с позитивной тоже особо не был замечен. То есть он постоянно где-то на отшибе таком, на последней парте. Бывало, прогуливал школу. Оценки у него были довольно-таки плохие. Он не любил учиться, не любил уделять этому время. Он проявлял агрессию? Ну, я помню со школьных времен такие моменты, как то, что там говорили, что Егор с кем-то подрался, что родители его там вызывали в школу, бабушку. Но мне Сонька рассказывала, по-моему, Соня или Диана, сейчас уже не помню, кто-то рассказывал, что да, вот он мог там психануть, выскочить из класса, там дверью хлопнуть. Ну, такой он больше тихушник, я так поняла, был. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется «Погребишская без сахара», и туда приходят все наши герои или их близкие и рассказывают о том, какие у них новости. Имейте в виду 2 вещи. Первое. Переходите строго по ссылке в описании к этому видео, а не по поиску. Иначе вы можете напороться на мошенников. И второе. В нашем телеграм-канале около 400 тысяч подписчиков. Так что не перепутайте. Соня хорошо училась в школе, да, была отличницей. Как так вышло, что Соня стала общаться с парнем, который вообще, казалось бы, не имеет ничего с ней общего, как мне кажется? Что ты думаешь? Общение с Егором началось, наверное, в период, когда мы все стали взрослеть и, в целом тянуться друг к другу, не кучковаться, а общаться как-то вместе, гулять после школ. Нам тогда, получается, было 14-15 лет, где-то так. Их с Соней точно объединяло то, что они любили Марвел.
какие-то исторические факты. То есть Егор неплохо знал историю, несмотря на то, что он не уделял этому должного внимания учебе, он все равно, какие-то знания у него были. То есть с ним можно было поговорить, как-то поддержать беседу. Я знал многих одноклассников, но Егор видел его только 1 или 2 раза у нас дома. Соня мне там рассказывала про его семью, что там без отца растет, что папа там умер. Вот говорили, что Соня с Егором дружила из жалости. Ну, там даже я бы не сказал, что из жалости. Ну, может, и жалость, но там как-то, может, она его опекала. Ой, она была очень добрая. Она очень добрая, ей было всех постоянно жалко. Чуть что у нее слезы на глазах. Животных она любила всех. Если мы где-то сидим, паук, она сразу давала имя пауку. Обязательно это был паук какой-нибудь там Иннокентий, муха Валентина. Я спросила, говорю, Соня, хотя бы комарам имена не давай, потому что тогда просто не уснем. Дала имя уже, поэтому убить его невозможно. Это мой красавчик. А возникали ли у них какие-то ссоры? Соня жаловалась тебе на Егора? Да, жаловалась. Мне она неоднократно говорила, что она уже хочет прекратить с ним общение, а он ведет себя как прилипало. В чем это заключалось? Как прилипало? Это как? Ну, то есть она могла пойти погулять, там, условно, он ей пишет: «Привет, там, что делаешь?» Она говорит, там, еду в Балашиху. О, круто, я сейчас тоже приеду. Она такая, зачем? Ну, непонятно зачем. И, собственно, в итоге он оказывался там, где она была. Ну, как ты считаешь, почему он так хотел общаться с Соней? Он как-то особо относился к Соне, я правильно понимаю? Ну, я бы не сказала, что к Соне было какое-то отдельное там или особое отношение. Он всем мог написать, то есть ему хотелось быть в компании. И в связи с этим он начал, ну, как липучка себя уже вести. И Соня, скорее, наверное, его как-то жалела, когда мы там давали отпор этому всему. Но однажды Соня с Егором все-таки сильно поссорились. Точнее, Соня обиделась на него, потому что человек, которого она считала своим другом, ее сильно подвел. А до этой ссоры была еще одна неприятная ситуация. Она была связана с деньгами. Вернемся в день преступления. Что рассказал Егор следователям? Вот его версия. Они гуляли с Соней и решили взять пиво и пойти на заброшку. Кстати, позже расскажу вам, что показала экспертиза по поводу алкоголя в крови Сони. Это важный момент. И вот подростки в заброшке. Для друзей девочки в этой версии сразу казалось странным, что Соня вообще согласилась пойти в заброшенное здание. Родители подростков знают, что у детей есть такое развлечение – лазить по заброшкам. Сидеть там своей компанией, ну как-то вот подальше от взрослых, чтобы никто не мешал. Но в компании Сони такое было непопулярно. Да и выбор места странный. Далеко от дома, почти 3 километра. Не самый благополучный район. И добираться туда, и лезть на крышу пришлось бы уже в сумерках. Все это выглядело странным. Ходила ли Соня вообще? Оказывалась ли она когда-нибудь на этой заброшке? Это было для нее типично или нет? То, что она ходила с Егором на заброшке, нет. Тебе кажется странным, что они в итоге оказались там? Да, максимально странно. И диалог между ними там, со слов Егора, он тоже странный. Как Егор уговорил Соню пойти на заброшку, под каким предлогом, почему она согласилась, так и осталось непонятным. Дальше, по словам Егора, разговор зашел о родителях. Якобы Соня начала жаловаться ему, что поссорилась с папой. Накануне того, что произошло, были ли у вас ссоры? Была какая-то ссора с Соней? Нет, абсолютно не было, потому что даже вот когда 30 сентября, день Веры, Надежды, Любовь и Мать их Софья, она собралась гулять. Я ей говорю: Сонечка, у тебя сегодня церковный праздник, вот тебе 1000 рублей. Она обняла меня: пап, все, спасибо, пока. С его слов, что они стали говорить о папах. Он, как я понимаю, стал говорить про своего папу, а у него папа, ну, с ними там не жил, сколько там, лет 5, наверное, уже. И он был наркоман, честно, не знаю, что он умер. Вот, потому что
знали даже подростки. И дальше, по словам Егора, Соня назвала его папу человеком, который зависит от запрещенных веществ. И якобы Егор попросил ее не называть так его отца. Вот его слова на допросе. Цитирую. «Я ей 6 раз говорил, чтобы она остановилась, но она продолжала». И он разозлился, и, как он это описал, появилась, цитата, «ярость несусветная». И он стал душить Соню. Ты не веришь, что они так разговаривали? Нет. Я не поверю в то, что Соня могла так сказать. Я не верю в то, что она в целом туда пошла, потому что эта локация, она и не рядом с той, где они встретились, и не рядом с ее домом. То есть это максимально неудобная локация. Как она там оказалась, зачем вот эти слова, которые она произнесла, ну, я не могла их сказать. Не могла, у нее и не получалось кого-либо обидеть. Может, она могла сказать, если они там начали, например, спорить. Вот он говорит, да, папа, у тебя вот, видишь, такой там козел, например. А она могла сказать, да твой вообще роман. Ты еще будешь обсуждать моего папу. Ну, например, вот так мог быть разговор. Но так как он говорит, что он сзади ее вот за шею взял локтем, придушил, а до этого она 6 раз сказала, что ее папа наркоман. Вот это для меня странно, потому что Соня, повторяю, была очень осторожной. Стоять спиной и 6 раз говорить, что твой папа наркоман, как-то странно. Я тут, пожалуй, повторю мысль, которая уже звучала и в других наших роликах. Мы не пытаемся выяснить причины, почему Егор убил Соню, за что. Никакая причина не может объяснить и оправдать жестокое убийство. Мы хотим понять, как вообще 15-летний подросток, который знал Соню с начальных классов, последний год с ней очень много общался и дружил, и никогда не проявлял агрессию, вдруг убивает ее с дикой ненавистью. Или все-таки не вдруг. И эта ненависть копилась, а он ее скрывал. Вот в этом во всем и попытаемся разобраться. Тем, кто знал Егора, его слова про ужасную обиду за отца казались абсурдом. Раньше подобные разговоры никогда не вызывали у него агрессию. Егор жаловался на то, что у него нету отца. Рассказывал ли он что-то про свою семью? Я не могу сказать, что Егор жаловался на то, что у него неполноценная семья, что какие-то сильно там плохие взаимоотношения между друг другом. Я точно помню, что мы были в курсе, что он живет с бабушкой, что мало общается с мамой, что у него нет отца. То есть мы это знали как общий факт, но, так скажем, нытья от Егора, что ему плохо, он такой бедный, несчастный, такого не припомню. Скорее он спокойно об этом рассказывал, то есть он не делал акцент, что это для него сложная тема, что он ее не хочет поднимать. Но опять-таки это могло прозвучать скользь диалога, то есть он мог как-то об этом проговорить, но то, что это прям яро как-то обсуждалось, что мы сидели, вот в это время, значит, он вот здесь, там, не знаю, все, что он там делал. Только если вот это в формате, у меня там был папа, он умер от этого. Целенаправленно это никто не обсуждал. И тут вдруг такая жесткая реакция. Егор придушил Соню, она потеряла сознание и упала. Но это Егора не остановило. Он схватил кирпич, эксперты насчитали не менее 5 ударов по голове. Очень сильных, яростных. 1 удар прямо по лицу. То, что 15-летний подросток будет делать дальше, удивит хладнокровием и продуманностью. Место преступления и одежда на теле будут выглядеть так, как будто на Соню напали и затащили в заброшку с вполне определенной целью. Сейчас поподробнее про историю с отцом. Почему еще казалось неубедительным, что Егор якобы взбесился из-за отца? Вообще его отец ушел из семьи, когда мальчику было всего 2 года. Потом папа изредка общался с детьми. Вот фотографии это подтверждают.
Но, видимо, чем старше становился сын, тем реже это происходило. Позже в показаниях мать Егора говорила, что сын даже не помнит, как выглядит отец и как они общались. Но, по ее словам, Егор действительно очень переживал, когда отец умер. Правда, происходило это лет за 5 до убийства Сони. То есть, если и была горечь потери, то за 5 лет с ней можно было, как-то свыкнуться, сжиться. Зато интересные детали рассказала мать Егора о его характере. Он был очень обидчивым и ревнивым. Считал, что мама и бабушка больше любят других детей, а не его. Его обделяют вниманием. Может быть, эти черты характера проявились и в отношениях с Соней? Он так настойчиво добивался ее внимания? А может быть, он хотел стать для Сони не просто другом, а был влюблен в нее? Если рассматривать это в плане каких-то романтических отношений, между ними не было никакой романтики. В этом я точно уверена. Я не раз задавала вопрос, что Соне, что Егору, то, что как вы друг к другу относитесь. На что Соня там могла мне ответить, что нет, с Егором да ни за что в жизни я не буду, он мне не нравится. То же самое отвечал Егор, что как девушка Соня его никак не привлекает, она ему не интересна, в плане именно как девушка. Поэтому романтических отношений тут как будто бы тоже не было. Я об этом вообще близко не думала, потому что Соня для меня была вообще не романтик совсем. Я вообще не представляла, что он там с мальчиком где-то там гуляла, целовалась. Я даже это представить не могла. А он мог быть в нее тайно влюблен? Не знаю. Мог, наверное. Для чего-то он ее добивался. Может, был влюблен, но очень тайно. Не знаю. Может быть. Одна из версий. Подтверждения у этой версии нет. На допросах Егор ничего такого не рассказывал. Зато точно известно, что Соня накануне преступления была решительно настроена разорвать общение с Егором. И этому предшествовало несколько важных событий. Вы не думаете, что он мог ей завидовать? Мог. Конечно, мог. Он был из полноценной семьи, жил с бабушкой. У Сони все получалось, все-таки отличница в полной семье. Она постоянно путешествовала, была за границей во многих странах. Мог, конечно. Но из-за того, что там у Сони какие-то деньги были, я не думаю, потому что мы ее так сильно в этом плане не баловали деньгами. Как у всех. Может, из-за того, что с ним мало кто дружил, а Соня жалела, дружила. Был однажды неприятный случай, связанный с деньгами. Это произошло, когда Егор в первый раз появился в доме Сони. Девочка пригласила к себе компанию друзей, в том числе Егора. А когда родители вечером пришли домой, оказалось, что исчезли деньги. Насколько я знаю, эта встреча вызвала много у вас вопросов, когда вы вернулись домой, потому что да. У вас... У нас пропали деньги, но там сумма небольшая была, 10 тысяч. Сказать на кого-то было невозможно, потому что народу было много. Вот здесь вот лежали деньги, вот в этой полочке, для своих нужд. Поэтому никто не думал, что кто-то сюда залезет. В общем, отсюда были украдены деньги. Просто я с Соней поговорила после этого, я тоже ее не ругала, я просто поговорила и сказала: Соня, на будущее дома кого-то приглашаешь в дом. То есть люди, кто-то из этих людей, которые были у тебя дома, кто-то тебя не любит и не уважает, когда приходит в тебя дом, ворует у тебя деньги. Просто на будущее будь немножко разборчивее, кого-то приглашаешь. Сейчас, положа руку на сердце, были у вас сомнения тогда и сейчас, что за этой кражей стоит Егор? Подумали ли вы тогда об этом? Или... Тогда, конечно, нет. Я же не думала, что он такой недочеловек. Для меня он был обычным парнем, который дружит с Соней и учится в одном классе. Сидит за одной партой. Просто можно было подумать на всех, кто был. Я не могу просто наговаривать на человека, если я ничего не знаю. Алла, а почему вы тогда не решили разобраться в этой ситуации? Например, сказать учительнице, директору школы, на родительском собрании сообщить о том, что кто-то из детей украл деньги? А зачем? Что изменилось? Был бы просто скандал, каждый бы родитель прикрывал своего ребенка, сказал, что мой не может. Все озлоблись друг на друга, и все. А Соня очень переживала по этому поводу, и просто была бы травма еще у моего ребенка, а смысла никакого нет. Была еще одна история с деньгами. Вроде бы ничего серьезного, но история показательная. Был случай, когда Соня поехала в кинотеатр, и Егор увязался за ней. Он говорит: круто, я поеду с тобой.
И уже по факту выясняется, что у Егора нет денег на это. А люди потихоньку приходят и приходят. Скоро наберется все, кроме где-то того, немножко первого, того и того места. И четко. Она купила ему билет, он обещал ей вернуть деньги, но так и этого не произошло. Он придумывал отмазки. Дословно я их не вспомню, но вот постоянно то у меня это, то у меня то. Деньги всегда были у Сони. Того не было. И вот он, наверное, лип к ней. У них были ссоры? Может быть, Соня на что-то жаловалась? Ой, да, был один раз. Соня все хотела сама зарабатывать денег. Вот, и она нашла там по объявлению около школы, там женщина жила с собакой, большая какая-то собака, сломала ногу, и надо было, чтобы кто-то гулял с собакой. И вот Соня подрядилась. Вот, она утром до школы выходила пораньше, гуляла с собакой, потом шла в школу, из школы выходила, опять гуляла с собакой. И в какой-то момент мы уехали, по-моему, по Золотому кольцу, и она при мне звонила Егору и говорила: Егор, помоги мне, пожалуйста, я уехала, зайди к этой женщине, погуляй с собакой. Он сказал: все хорошо, хорошо. И через день позвонила женщина, сказала, говорит: Сонь, что ты не знаю. В общем, он ее подвел, он не пришел. И этот момент, я тоже сказала, говорю: вот тебе еще, пожалуйста, и по друзьям выбирай, с кем дружить и кому доверять. Ей было очень обидно, она рассчитывала на его помощь в тот момент, как он не сделал абсолютно ничего. И он очень долго за это извинялся. Не отвечала ему на всякие сообщения долго, потому что, когда она пропала, мы вскрыли ее в ВК, и я читала эту переписку, когда он ее, по-моему, неделю, наверное, вот это: Сонь, ответь, Сонь, голосовые, печатные, вот это ответь, ты где, ответь, Соня. Это был ужас какой-то. Ни слова прости не было, там ни слова извини, только ответь, ты где, ответь. Конечно, он мне об этом не говорил, что он ей там вот это все писал, ответь, но в какой-то момент она, смотрю, с ним разговаривает по телефону. И я говорю: зачем, Соня опять встала? Он говорит: мне его жалко, потому что никто с ним не хочет так общаться близко, мне его стало жалко. Я ему дам второй шанс. Вот так. И после этого Егор стал еще более навязчивым. Все время пытался быть рядом с Соней, в школе, на улице, не оставлял Соню в покое. Я помню, что уже последний месяц она прям писала, что я не хочу с ним общаться, что мне надоел, но все равно увязывался, все равно ходил. Соня была мягкой, и сложно было кому-то там нагрубить. То есть вот ее формат отказа заканчивался на том, что я не хочу с тобой общаться. Но этот человек этого не понимал. А сказать ему в какой-то более грубой форме и дать вот этот отпор прям сильный, чтобы до человека дошло, нет, это на нее было не похоже, и, собственно, она так и не сделала. Возможно, в тот самый вечер Соня, наконец, нашла в себе смелость сказать, что больше не хочет общаться с Егором, и это его взбесило. Что происходило после преступления? Из материалов уголовного дела известно, что Егор где-то 10 минут сидел около тела подруги и размышлял, что же ему делать дальше. И 15-летний подросток разработал целый план. Он решил сделать себе алиби. Он забрал у нее телефон, кошелек, спустил джинсы до колена и поднял футболку. Недалеко от заброшки был барак, где жили мигранты. И Егор предположил, что в первую очередь подозревать будут их, что они затащили Соню в здание с той самой определенной целью. Поэтому он и проделал все эти манипуляции с ее одеждой. Дальше Егор ушел, прихватив с собой телефон Сони и ее кошелек, чтобы подумали, что Соню еще и ограбили. Здесь были кусты, вот здесь заброшу чем-то. Ее там лежал телефон, кошелек ее. Что там у нее еще было? Пауэрбанк, наушники. Здесь он и показал, куда он сбросил все это.
И это был еще не весь план. Егор отправил Соне несколько сообщений, как будто они расстались и переписываются. Вас, наверное, так же, как и меня, поразило, как продуманно действовал 15-летний подросток. Буквально через 10 минут после жестокого преступления. Спокойно, рассудительно, хладнокровно. И писал сообщение Соне, как ни в чем не бывало. Да, писал сообщение, что в 7 часов мы встречаемся около школы, да, дашь мне списать, чтобы я успел списать французский, английский. Да. Это вы узнали уже после Да. всего? Да. Из переписок с Соней? Да. Удары кирпичом были такими сильными, что Егор не мог не испачкать свою одежду в крови. Странно, что когда он пришел домой, близкие этого не заметили. Так они говорили на допросах. Мы ничего не знали и не видели. Правда, был момент, который удивил Диану еще во время поисков Сони. Помните, что Егор все время повторял одну и ту же фразу, как заученную? Постоянно один и тот же текст. Мы разошлись на новое, она ушла домой. Мы разошлись на новое, она ушла домой. После того, как мы, собственно, по всем местам проехались, мы поехали прочесывать лес. Подошли к лесу, там, я не знаю, военные, полиция, кто его, с собаками проверяли. И в какой-то момент мы с Егором оказались чуть дальше, чем вот были взрослые. И к нам подошла его бабушка. И она говорит, что «Егор, ты расстался с ней на новый, и она ушла домой». И она прям это несколько раз повторила, что я стою, смотрю на это все и такая, я рассталась с ней на новый, и она ушла домой. То есть, как внушала эту информацию. И первым делом я побежала к следователям, ко всем рассказывать, что вот сейчас это произошло. И как раз-таки в этот момент Егора увели, не знаю, как правильно, на еще один допрос. Но родные убеждали следователей. Егор не говорил им про убийство. Он вернулся домой и вел себя как обычно. Погулял с собакой, потом сел за уроки, был спокойным. Испачканные кровью вещи, как выяснилось позже, он спрятал в рюкзак. Такая продуманность действий подростка удивляла. И была версия, что изобретать весь этот алгоритм парню кто-то помогал. И, возможно, Егор вообще был не один в момент преступления. Такие мысли приходили в голову родным Сони. Вам казалось странным, что подросток 15 лет может один все это провернуть? Да. И еще сутки это скрывать? Да. Не для меня, тем более не 7 пядей во лбу у человека, хотя, я так понимаю, теперь для таких вот недочеловеков и ума-то много не надо, наверное. Да, мне казалось, что там кто-то еще был. Но следствие не установило никаких там следов, ни соскоба там с тела, с одежды. Как биоматериалов других не было. Вот так вот. На самом деле никто не знает, что там было. Я не упускаю такого момента, что он мог прийти, добить ее ночью. Почему бы нет? Ночью? Он мог прийти домой, подумать, а потом прийти и сделать вот эти действия, когда там взять кошелек с телефоном, джинсы спустить, может быть. А может быть, он добил ее ночью, я не знаю. Такое предположение допустимо, потому что в экспертизе в определении времени смерти довольно большой промежуток – с 6:30 вечера до 5 часов 25 минут утра. У вас были сомнения, что это мог сделать не он или он не один? Сначала были сомнения, но потом уже не было сомнений. Слишком картина все явно складывалась. Сначала было сомнение, что с братом. А что там с братом? Почему решили пробивать брата? Он больше всего с братом общался. Брат для него был такой друг. И перехватил я телефонный разговор один. И там, что брат кому-то позвонил. Говорит, ты представляешь, мой якобы убил свою одноклассницу. Я в это не верю. А брат был каким-то таким неблагополучным и, можно сказать, наверное, грозой района. Правильно Нет. понимаю? Какая там гроза района, там сявка, малолетняя.
Я сразу позвонил операм и говорю, проверьте его на алиби. Его проверили, у него алиби 100%. То есть вы хотели узнать просто, действительно ли он убийца и действительно ли он один? Да, и все. Ну, невозможно там, проверка показаний на месте, невозможно человек, который не убивал, не мог не убийца это знать. Поэтому никаких сомнений у меня нет. И следствие пришло к выводу, что действовал подросток один. Его показания были правдивыми. Но в одном моменте он точно соврал, что Соня была пьяной, причем изрядно пьяной. Экспертиза показала, что у Сони алкоголя нет. Вот его я, честно говоря, не помню. Он там сам говорил в показаниях, что в пьяном состоянии. Там я пошел, ну и он про Соню говорил, что в пьяном состоянии, но у Сони не нашли ничего. Алкоголя не было в крови. Про себя Егор говорил, что выпил где-то пол-литра пива. И якобы он был тоже очень пьян. Люди, конечно, разные, но сильно опьянеть после бутылки пива может редкий человек. Но такое объяснение было у Егора, почему он не мог трезво оценивать свои поступки. Конечно же, парня отправили на психиатрическую экспертизу. Были большие сомнения, что психически здоровый человек может совершить такое. Как проходили похороны? Вы вынуждены были хоронить Соню в закрытом гробу? Да. Да. Я сказала, что мне когда позвонили, сказали, что у нас там знакомый тоже был в судебке. Спросили, что, говорит, вообще можно там немножко, так как-то прикрыть что-то, но лучше закрыть гроб. И я согласился, говорю, закрывайте, не хочу ее видеть. Гробом не хочу. Да, в закрытом гробу. Это все яро обсуждалось в школе. Там на следующий день к нам вызвали психологов. Они пытались тоже с нами со всеми общаться, со мной. Но если с классом вызвали просто, как их поделили по группам, и там уделялось внимание непосредственно группе, то меня отвели на индивидуальный встречу с психологом, где она пыталась что-то как-то со мной поговорить, успокоить, поддержать. В итоге она тоже заплакала просто рядом со мной, и все, на этом наш диалог закончился. Чувствовала боль, не знаю, от потери человека. И пустоту, боль, это все просто как-то накопилось. Покажи папе. Ой, электрической щеткой. Сонечка. Сонь. Как свои зубки чистит? В семье Сони много домашнего архива. Вот Соня, малышка, в детском саду на утреннике рассказывает стих про любовь к маме. Мама, как тебя люблю. Поезжаю прямо на большом кораблю. Вот она была очень любопытной и очень осторожной. Один раз наблюдала, ей было года 3, наверное. Мы сидели на детской площадке, и дети по горкам лазят, там, понятно, там по всяким козлам и так далее. И вот она встает на ступенечки наверх, и каждую ногу она ставила и трогала. Вот нормально стоит ступенька, потом следующую ногу. То есть очень осторожная была. Мы очень всегда любили собираться с семьей. Я вообще обожала, чтобы семья собиралась, чтобы нас много, все вместе, какой-то праздник. Какие-то конкурсы проводили, какие-то игры. То есть
Да, это наше как раз. Баттерфляй пошел. 2, 3, 4, 5. Сонечка побывала много где. И в других странах, и просто в других локациях. И по России очень много где была. Но вообще Соня любила там, где море есть всегда. Потому что она у нас такой рыбий человек, скажем так. Она очень любила плавать, нырять. Потом ей очень нравилось, мы ездим, скажем так, на рыбалку. С палатками, с кострами, с гитарами. Тоже с всякими играми, с танцами. И на 3-4 дня там вот живем, готовим, купаемся, загораем. Ей тоже это очень нравилось. Вот. И, конечно, у нее еще был лагерь, ее любимый лагерь, который она постоянно ездила и ждала все это время, когда она туда приедет, когда будут зимние каникулы, когда будут летние каникулы. То есть для нее это прям вот сказка была, лагерь. Это футболка Соня, она с острова Героев. Это лагерь, в который она ездила летом. Я постоянно следила за ней по камерам, что она чем там занимается. Мы созванивались, я писала ей письма, и, в общем, у меня от нее остался вот такой вот сувенир. Она очень любила чем-то заниматься, она очень любопытная была, Сонька. Если она найдет какую-то книгу, что-то интересное, то она в нее сразу же прям вот, пока ее до конца не выучит. У меня проблем вообще с ней не было. Я даже никогда не спрашивала, там, Сонь, сделала ты уроки или не сделала уроки. Она в этом плане была очень ответственная. Вообще она не любила, когда ее ругают. Серьезно к этому относилась. Мне надо было вначале сделать уроки, а потом уже чем-то другим заниматься. Каждый вечер ей кто-то звонил и всегда спрашивал: Соня, а вот это дашь списать? А вот это как ты пример сделала? А здесь английский, как перевести? В общем, вечером все ей названивали, и она говорит: мам, что-то они все меня немножечко задолбали. Я сказала: Соня, давай всем списывать. Троечники потом возьмут тебя на работу. Она очень хорошо стала изучать английский, и это очень легко давалось. И я подумала, что если так продолжаться будет, 9, 10, 11, если все нормально, может быть, получится куда-то там институт иностранных языков, там, ну, может быть, ГИМО. Да больше всего обидно, что она и не пожила, ее многие надежды разрушились. У нее хороший язык был английский. То она в журналистику, все, в журналистику, даже, может быть, в ИНЯС, потому что очень хорошо для своих 15 лет она знала английский. То есть она даже в некоторых местах меня поправляла, что я уже стал подзабывать. Потом у нее вот остров Героев, лагерь каждый год, иногда по 2 смены. Все, она дожидалась своих 16 лет, чтобы стать помощником вожатой. Планов было и у нее, и у нас. Возвращаясь вот к тем событиям, после того, как вам сообщили о том, что произошло, вы Егора видели? Нет, я его видел на следующий день только. Я приехал на допрос в Следственный комитет, и он стоит в наручниках со следователем, они и с адвокатом. Когда узнали, чью дочь-то он убил, там все мои коллеги отказались его защищать. Его ни один балашинский адвокат не стал защищать. Там его защищал адвокат из Щелково, соседнего города. В первый день, конечно, не пустили ребята меня к нему. Я бы его там прям прибил бы в камере. Экспертиза признала Егора вменяемым. Он осознавал, что делает. На вопросы экспертов отвечал спокойно. Нельзя было сказать, что он как-то страшно переживает из-за того, что совершил. Выяснилось еще вот что. Когда Егор был в 6 классе, его поведение сильно изменилось. Он отказывался ходить в школу, стал раздражительным, конфликтным. Вряд ли это было связано со смертью отца. С того времени прошло 2 года. В общем, лет в 12-13 мальчик стал очень проблемным. Настолько, что мама отвела его на консультацию к психиатру. Тот порекомендовал коррекцию поведения. Но одной консультацией все и закончилось. К 8 классу все эти проблемы вроде бы остались в прошлом. Егор стал спокойным и с удовольствием, как будто бы, ходил в школу. И даже появился интерес к учебе. Это как раз то время, когда он начал дружить с Соней. Не только в школе, но и соседям, знакомым он казался абсолютно обычным подростком.
Несмотря на чистосердечное признание, в его вину не верят и соседи. Рассказывают, мальчик не пил, не курил, всегда здоровался, помогал с тяжелыми пакетами, придерживал двери. Что стало причиной внезапной ссоры, сейчас разбираются следователи. Егор не мог этого сделать. Вот хоть убейте меня. Не мог. Такой парень, это же вообще золото. Воспитанный такой мальчик. Что на самом деле происходило в голове у Егора, так и осталось загадкой. Кроме официальной версии, что поссорились они из-за отца. Все остальное – предположения и белые пятна в этой истории. Откуда такая злость и ненависть? Чем она подпитывалась? Почему Соня, ее отношение к Егору, вся ее жизнь, ее улыбка, смех, забота вызвала у него такое неудержимое желание уничтожить, разрушить, раздавить? А потом вы еще на суде видели его? Конечно, я все судебные заседания, потому что Алла не смогла. Ну вот, ездил тяжело смотреть ее наглую морду. Это наглая мамаша. И просто я вот приезжал, таблеток горстями пил, чтобы забыться более-менее. Ну, и как они себя вели? То есть вы говорите наглая, получается, и наглый он. Ну, мама в первое продление, когда ему через 2 месяца продлевали арест, я поехал туда на этот арест, на продление. Фу. И она подошла ко мне, попросила прощения. Ко мне подошла, не к Алле. Хотя Алла тоже сидела вместе со мной. Вот она подошла к Саше, я спросила потом, кто это? Он говорит, это мама. Я говорю, ко мне у нее сил, или не сил, или желаний не нашлось подойти. А на суде вот, Александр, когда был, она вообще сказала, что не портите моему ребенку жизнь. Сони все равно нету. А ему еще жить дальше. Поэтому простите его. Он должен жить дальше. Ну и вот он в последнем слое и в прениях даже не попросил у меня прощения. Ни он, ни она. Просто он сказал в последнем слове: Соню не вернуть, не лишайте меня свободы. Мне еще учиться, мне еще жить, а Соню не вернуть. Я так-то там чуть и сел прямо на лавку. Притащили каких-то бабушек там, которых такую чушь несли, просто там помогал там авоськи донести с магазина. Да он не мог, да он не мог. Но ему уже даже гособвинители и судья спрашивают: вы что там были, что он не мог? Ну нет, а вы знали, где он был в момент смерти 1 октября? Нет. Ну что вы тогда, зачем вы притаскиваете этих свидетелей, которые ни на что не влияют? Приговор суда – 6,5 лет в колонии для несовершеннолетних, пока не исполнится 18 лет. А потом уже взрослая зона. Смягчающие обстоятельства – возраст преступника 15 лет и чистосердечное признание. Что вы почувствовали, когда узнали, что ему дали такой приговор? Ну, что я почувствовала? Сказала спасибо нашему государству и нашим великолепным законам. Людям за кражи дают. За грабеж даже, ладно, возьмем. За грабеж, когда люди остаются живы, им дают по 10 лет. И когда человек убивает столь свирепо, жестоко, дают 6,5. Потому что это подросток несовершеннолетний. И было сделано так, что он как бы с повинной пришел. Ну, то есть видно, чтобы он до конца все рассказал, наверное, была такая сделка, я так думаю. 6,5. Из них год он провел в СИЗО, получается, день за 1,5. То есть 1,5 можно вычесть сразу. Вот так. Такое у нас законодательство. Так, это подушка-пончик. Соня, когда приходила ко мне в гости, она постоянно надевала ее вот так вот и сидела с ней в позе лотоса. У меня большое количество ее фотографий, собственно, с этим. И тоже у меня осталось, храню ее как воспоминание. Мне вспоминаются случаи, когда я ей написала о том, что я очень хочу сладкого,
Она мне пишет, что «А ты сейчас дома?» Я такая «Да». И как-то мы начинаем отстраненно общаться уже на другие темы. И она говорит: «А ты можешь спуститься?» Я такая «Да, могу». Я спускаюсь вниз к подъезду, и стоит Соня с каким-то кулечком. Я это все забираю, она говорит: «Это тебе». Я такая: «Ну, ладно». И я открываю, и там лежат конфеты. То есть просто человек узнал о том, что я хочу сладкого, причем так отстраненно, и через 15 минут, условно, она была уже рядом с моим домом и, собственно, привезла мне те самые конфеты. В воздухе погода сегодня, солнышко. Диане сегодня 22 года. Она уже выросла. Она продолжает дружить с семьей Сони. Приходит к ним в гости. Диане до сих пор очень трудно вспоминать, какой ужасной смертью погибла ее самая лучшая подруга. В телефоне Диана хранит сообщение Соне, а прошло уже 7 лет. Вот Соня прислала ей голосовое, когда Диана не смогла прийти в школу. Вот черт возьми, завтра будет очень жестко. Типа, окей, я сегодня половину просидела без тебя. И теперь мне придется, в принципе, все так. Мне даже провожать некого будет. Мне надо комплименты говорить. Вот я тут храню ее все дипломы всяких олимпиад. Где-то 2 место, где-то 1, где-то 3. В любом случае, это ее награды и это ее достижения. Могла бы, наверное, больше еще заработать. Я так думаю. Я уверена. Алла, Соня, это не единственная трагедия в вашей семье. С чем еще вам пришлось столкнуться? Ну, да, в 2004 году у нас родилась дочка Настя. У нее был порог сердца, и в 2,5 месяца мы похоронили. Потом я пыталась забеременеть, ничего не получалось. Мне муж сказал: «Ал, ну брось, у нас Никита же есть. Ну, будет один Никита». Ну, в общем, все равно все получилось. Родилась Соня, и она родилась тоже високосный год, как Настя, ну и как Никита, в общем-то. И когда Соня погибла, остался Никита, я Никите сказала: «Никита, с тобой что случится? Я просто сдохну». 2 года назад Никита умер. Не сдохла. А что случилось с Никитой? С сердцем. Что не думал никогда, как мы сердце не проверяли. Стал полнеть, просто у него эта работа была, логистика там мало, ну, спал неправильно, ну, то есть ночами мог ездить, днем, ну, в общем, уже он там таблетки стал пить, и я не ожидала вообще, просто не ожидала. Знаете, я еще когда Соня была жива, мне нужен был юрист, поехали, вот, ну, женщине-юрист, моя подруга, которая меня с ней познакомила, с юристом, говорит, что у нее в прошлом году за 1 год погибло 2 ребенка. Я помню, что я встала, говорю: «Господи, как она дышит». Говорю: как она вообще дышит, у нее 2 детей, за 1, как она вообще живет. Ну вот, теперь я дышу. Возможно, знаете, возможно, оказывается. А что Алла помогает вам держаться? Знаете, я пытаюсь не копошиться в этом. Я была уверена, что сейчас я буду говорить, я буду держать себя в руках. Вот, не получилось немножко, извините. Я окружаю себя людьми, позитивными людьми, с друзьями. Я часто собираюсь, езжу в гости, мы куда-то ездим отдыхать, знакомимся с новыми людьми. Я не плачу с этим, если даже вдруг они узнают о моей вот этой вот трагической историях.
Я пытаюсь сразу вот это, чтобы никто не плакал, потому что этот тон не нужен мне, вот этот тон. Надо дальше выживать, потому что им там хорошо. Хорошо им там. У них нету ни боли, ни страха, ни болезни, у них ничего нету. Нам плохо, нам без них плохо. Поэтому надо жить за них и ради них, чтобы помнить о них. Мне помогает выживать это путешествие. Аня меня поддерживает, но вообще другим. Мы о другом говорим. То есть я ухожу в тот момент, когда я была счастлива. И пытаюсь себя вот почувствовать счастливой. Вот не немножко. Вот на чуть-чуть. Как пережить смерть своего ребенка? Это словами не объяснить. А почувствовать это... Ну, вот бывает один раз один ребенок умер, второй. Но когда всех троих похоронить... Знаете, вот как говорят, время лечит. Я поняла, время не лечит, время учит. Учит жить с этой болью, как будто так и надо. И я вот с ней живу, как будто так и надо. Знаете, когда вечно болит палец на ноге, и вы даже забываете о том, что он болит, просто понимаете, что когда-то было по-другому. Вот так вот. Чтобы выживать, не нужно погружаться. Вот не то, что погружаться, неправильно говорю. Утопать. Нельзя утопать. Надо как вот Мюнхгаузен брать себя за волосы и вот вытаскивать наверх. Да, Алла, это важные слова. Я тоже, в свою очередь, хочу сказать, что вы очень сильный человек. Но вы сами про это знаете. Да, когда говорят, что вот за что, да, вот это вот за что и почему, два вопроса ненужных. Это сильное. Да ерунда все это. Бывает и слабое. Получает вот так вот по башке, скажем. Только слабые это не выдерживают. Не только сильным это дается. Вот так. Да, я вот хочу в конце сказать, наверное, родителям, вообще людям всем. Мы вообще такие люди, вообще как бы существа странные. Мы нашли, например, там, сейчас вот придумаю пример какой-то, свободное место на парковке. Говорим, Господи, так счастливы, мы нашли место на парковке. Или там, ой, я так счастлив, что я так сейчас там поел вкусно. Или ой, так счастлив, что я там купил что-то дешево. А когда мы едем за рулем, просто вот едем за рулем, разговариваем по телефону, рядом сидит ребенок в наушниках, просто слушает свою музыку. Мы никогда в жизни не скажем, что я так счастлива, что я просто еду за рулем, а рядом сидит мой ребенок. Никогда мы такое не скажем. Я это так вспоминала перед Сониной гибелью, что вот мы ехали как раз с ней. Она сидела, просто слушала музыку и думала, какая же я была в тот момент счастливая. Это осознаешь только потом. Это счастье около нас, и оно всегда это счастье. Поэтому старайтесь быть счастливы, просто берегите своих детей и всегда обнимайте их, целуйте, всегда-всегда. Вот что я хотела сказать.